Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим просто восхитительный абрикосовый торт. Сначала приготовим бисквит женуаз. Он готовится без разделения яиц на белки и желтки. Яйца для него можно использовать прямо из холодильника, так как мы их все равно будем нагревать. В дежу-миксера помещаем яйца, высыпаем сразу весь сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Немного перемешиваем венчиком до объединения ингредиентов и ставим на паровую баню. Вода в кастрюле должна слегка кипеть. Дно чаши, в которой находятся яйца, не должно касаться воды. Постоянно перемешивая венчиком, прогреваем до полного растворения крупинок сахара. После чего взбиваем миксером в плотную густую массу. Пока работает миксер, подготовим сухие ингредиенты. Просеянную муку соединяем с кукурузным крахмалом и перемешиваем венчиком. Сливочное масло растапливаем в микроволновке до жидкого состояния. Яйца взбились, вот такая густая белая масса должна получиться в результате. Постепенно добавляем сухие ингредиенты и аккуратно перемешиваем вручную лопаткой. Проверяйте донышко, чтобы не осталось комочков муки. Теперь небольшое количество теста соединяем с растопленным сливочным маслом и тщательно перемешиваем, чтобы ингредиенты объединились. Добавляем эту смесь в основное бисквитное тесто и аккуратно перемешиваем, буквально в несколько движений, долго перемешивать не нужно. Тесто для бисквита готово. Я буду выпекать в двух кольцах диаметром 20 см. Донышки затягиваем фольгой и сразу устанавливаем на противень. Распределяем тесто поровну и сразу же отправляем на выпечку в заранее разогретую до 175 градусов духовку. Выпекаем до сухой шпажки ориентировочно 30 минут. В начале выпечки духовку ни в коем случае не открывайте. Готовые бисквиты сразу снимаем с горячего противня и оставляем остывать на решетке вверх дном. Когда бисквиты остыли до комнатной температуры, освобождаем их из форм и заворачиваем в пищевую пленку. Убираем отлежаться в холодильник на 8 часов. Готовим абрикосовый ганаш на белом шоколаде. Первым делом замачиваем желатин. Для рецепта я использую вот такой быстрорастворимый порошковый желатин силой 220 блюм. Он набухает очень быстро, буквально за 2 минуты. Следующим шагом превращаем абрикосы в пюре при помощи погружного блендера. По желанию вы можете протереть пюре через сито. Я этого не делаю. Доводим пюре в кастрюле до кипения и выключаем плиту. Распускаем в горячем пюре желатиновую массу и перемешиваем до полного ее расхождения. Когда это произошло, высыпаем белый шоколад и оставляем секунд на 30, чтобы он подтаял. Сюда же добавляем ванилин. Если тепла пюре не хватило, чтобы шоколад подтаял, можно еще немного прогреть, непрерывно перемешивая. И теперь нужно сделать эмульсию при помощи погружного блендера. Для удобства лучше перелить все обратно в высокий стакан, в котором мы готовили абрикосовое пюре. Пробиваем погружным блендером до однородности, чтобы все калеты шоколада полностью разошлись и все ингредиенты хорошо объединились. Шоколадно-абрикосовая эмульсия готова, осталось добавить холодные жирные сливки. Для этого рецепта я использую сливки жирностью 33%. Отмеряем нужное количество по рецепту и снова пробиваем блендером. Вот такая эмульсия получается в результате. Кольцо диаметром 16 см хорошо затягиваем пищевой пленкой, предварительно слегка смочив стенки кольца водой. Натягиваем пленку хорошо, чтобы начинка нигде не вытекла. И сразу же обязательно устанавливаем подготовленное кольцо на доску, на которой будем замораживать. Выливаем подготовленный абрикосовый ганаш в кольцо и убираем в морозильную камеру. Готовим сливочно-сырный мусс и подготовим для него все необходимые ингредиенты. Первым делом замачиваем желатин и оставляем для набухания. В ковшике соединяем молоко с половиной отмеренного сахара и прогреваем на плите до состояния близкого к кипению. Должен пойти активный пар и сахар должен полностью раствориться. Далее перетираем желтки с оставшейся половиной сахара.
И тонкой струйкой вливаем горячее молоко, непрерывно перемешивая. Получившуюся смесь выливаем обратно в ковшик и отправляем снова на плиту. Увариваем при непрерывном перемешивании до температуры 82-83 градуса. Снимаем с плиты, сразу добавляем желатиновую массу и хорошо перемешиваем. Даем основе немного остыть, приблизительно до температуры 35-40 градусов. Добавляем творожный сыр комнатной температуры и пробиваем погружным блендером до однородности. В конце не забываем добавить щепотку ванилина, перемешиваем, и основа для сливочно-сырного мусса готова. Даем ей остыть приблизительно до 30 градусов. Готовим абрикосовый мусс. Для него нам понадобятся вот такие ингредиенты. Сразу замачиваем желатин и отставляем в сторонку для набухания. Крахмал соединяем с сахаром и хорошо перемешиваем до равномерного распределения ингредиентов. Абрикосы превращаем в пюре и перекладываем в ковшик. Высыпаем сюда смесь сахара с крахмалом и непрерывно перемешивая, увариваем на плите секунд 30-40 после закипания. Мутность пропала, цвет вернулся, масса загустела, значит готово. Снимаем с плиты и сразу добавляем набухший желатин. Хорошо перемешиваем и перекладываем с горячего ковшика в другую емкость. Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем остыть приблизительно до температуры 35 градусов. Готовим ванильный сливочно-сырный крем для прослойки. Все ингредиенты для него должны быть предварительно хорошо охлаждены. В емкость, в которой будем готовить крем, сразу отмеряем все необходимые ингредиенты. Творожный сыр, сливки жирностью 33%. Через сито добавляем сахарную пудру, перетирая все комочки. И добавляем щепотку ванилина или ванильный сахар. Взбиваем по нарастающей скорости. Когда ингредиенты объединились, увеличиваем скорость и взбиваем до получения плотного, матового и стабильного крема. Буквально минута и крем готов. Для удобства сборки перекладываем его в кондитерский мешок и пока убираем в холодильник. Готовим пропитку для бисквита. Молоко соединяем с сахаром и ванилином. Помешивая, доводим молоко до кипения, но не кипятим. Все кристаллики сахара растаяли, значит готово. И нам осталось взбить сливки для муссов и соединить их с подготовленными уже подостывшими основами. Отмеряем необходимое по рецепту количество сливок для сырного и абрикосового мусса. Сливки для взбивания должны быть обязательно предварительно хорошо охлаждены. Взбиваем их до полувзбитого состояния. Это такое состояние, когда сливки увеличились примерно в 2-2,5 раза и венчик уже начинает оставлять следы на поверхности. Но они еще пока достаточно жидкие и стекают с венчика. Они еще не дошли до стадии мягкого пика и еще пока не держат форму. Именно такая консистенция нам нужна для мусса. В большой удобной емкости соединяем основу для сырного мусса, которая остыла до 30 градусов, со взбитыми сливками. Соединяем вручную при помощи силиконовой лопатки. Теперь берем основу для абрикосового мусса, остывшую до 35 градусов, и также соединяем со взбитыми сливками. И теперь у нас все готово для сборки торта. Отлежавшийся бисквит разрезаем на 4 коржа. Каждый нужно разрезать на 2 части, и верхушки у бисквитов лучше срезать. Укладываем на подложку первый бисквит и пропитываем. Наносим из кондитерского мешка слой крема и разравниваем. Укладываем следующий бисквитный корж и пропитываем. Достаем из морозилки абрикосовый ганаш и вынимаем из кольца. Можно слегка прогреть стенки кольца феном.
Слегка прогрели стенки, и теперь просто немного надавливаем на донышко, и начинка выходит из кольца. Снимаем пищевую пленку и кладем замороженную прослойку прямо на бисквит. Теперь устанавливаем раздвижное кольцо, проложив внутри ацетатную пленку. Затягиваем и фиксируем кольцо зажимом. Далее выливаем сырный мусс. Если к моменту сборки торта мусс сильно загустел, прогрейте его импульсами по 5-10 секунд в микроволновке до текучей консистенции. Отправляем в таком виде в морозилку минут на 10, чтобы мусс немного стабилизировался. Когда мусс немного схватился, кладем следующий корж, пропитываем и выкладываем абрикосовый мусс. Здесь точно так же, если мусс сильно загустел, тоже прогрейте в микроволновке импульсами. Самый верхний корж пропитываем с внутренней стороны, переворачиваем его и укладываем донышком вверх. Если еще осталась пропитка, можно пропитать и сверху. Сверху накрываем пищевой пленкой и отправляем всю конструкцию в холодильник минимум на 4 часа. И когда торт стабилизировался, готовим финишный крем для покрытия. Здесь у меня все ингредиенты для крема комнатной температуры. В удобную емкость выкладываем размягченное сливочное масло и через сито добавляем сахарную пудру, растирая слежавшиеся комочки. Взбиваем миксером по нарастающей скорости приблизительно 1 минуту. Добавляем творожный сыр комнатной температуры. Сыворотку, которая выделяется в творожном сыре, старайтесь в крем не добавлять. Перемешиваем на минимальной скорости миксера до получения однородного крема. Немного крема отложим для чернового выравнивания, а остальной крем убираем в холодильник, чтобы он стал более плотным и удобным в работе. Достаем стабилизировавшийся торт, освобождаем его из кольца, убираем пленку и делаем тонкое черновое покрытие по бокам и сверху. И теперь убираем торт в холодильник. Даем время финишному крему уплотниться, а пока приготовим абрикосовое конфи на желатине. Подготовим для него все необходимые ингредиенты. Первым делом замачиваем желатин и оставляем набухать. В ковшик перекладываем протертое абрикосовое пюре и добавляем сахар. Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости абрикосов. Доводим на плите до кипения и полного растворения кристалликов сахара. Когда пюре закипело, сахар полностью растаял, добавляем нарезанные абрикосы. Можно резать кубиками, можно дольками, как вам больше нравится. Добавили кусочки абрикосов и доводим до кипения. Довели до кипения и сразу снимаем с плиты. Добавляем желатиновую массу и хорошо перемешиваем до ее полного расхождения. Перекладываем в другую емкость и даем остыть до комнатной температуры. Затем отправляем в холодильник и периодически помешиваем, чтобы конфи застыла, но не до конца. Нам нужна средняя консистенция, не густая и не жидкая. Когда крем-чиз уплотнился, перекладываем его в кондитерский мешок, срезаем небольшой краешек и продолжаем выравнивать. Наносим крем по всей окружности торта из кондитерского мешка. Постоянно вращая поворотный столик, снимаем шпателем все излишки крема. Заполняем кремом появившиеся просветы и пустоты и снова проходимся шпателем. Если крем быстро тает, то периодически убираем его в холодильник. Сделаем бортик из крема, чтобы затем наверх выложить абрикосовые конфи. Можно сделать бортик еще повыше при помощи насадки звездочка. Даем крему немного стабилизироваться в холоде и выкладываем наверх абрикосовое конфи. Я его периодически перемешивала, и оно застыло вот до такой консистенции. Убираем торт в холодильник еще на пару часов. И теперь можно его разрезать и наконец-то продегустировать. От такого вкусового сочетания ваши гости будут в полном восторге. Из данного количества ингредиентов получается торт диаметром 20 см, высотой 11 см и весом около 3 кг. Готовьте с удовольствием и делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. А на этом сегодня все. До встречи в новом видео.